Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Так, тема сегодняшнего расклада, ну, конечно же, мой будущий муж. Суженый, ряженый, да, начинаются рождественские гадания, так что давайте смотреть. За личными консультациями обращайтесь в личку. Номер телефона вы найдете на экране. А с нами сегодня работают 3 колоды. Колесо года, лесное таро, темный дом таро. Выбирайте, определяйтесь. Ну что, я думаю, что все уже выбрали свою позицию. Кто не успел, пожалуйста, поставьте видео на паузу и выбирайте в более спокойной обстановке. А мы приступаем к первому варианту. Так, опять у меня тут кошка прошлась. Только скатерть почистила. Ой, не могу с нее. Ладно, давайте. Итак, колесо года. Яркая, нежная колода, и у кого-то уже туз кубков выпадает. Давайте посмотрим вашу характеристику, посмотрим, что сейчас у вас происходит в личной жизни. Ой, дьявол у вас тут какой-то. Понятно. Тяжелые отношения. Почему? Потому что мужчина развивает отношения то ли на своих условиях, то ли пытается себя защитить. То есть, видите, у вас тут то наводнение, то засуха, да? То он очень ярко проявляется и пытается как-то войти в вашу жизнь, но при этом женщина здесь сама тащит свои арбузы в гору, как говорится. Ответственность за вас не берет. Да, человек здесь проходит некую трансформацию, некий король кубков, который должен понять, что такое любовь и на что он готов ради любви. То есть здесь у вас есть мужчина. Вот первый вариант: вы находитесь уже с кем-то в отношениях. Будет ли он вашим будущим мужем или нет, это мы сейчас рассмотрим. Но дело в том, что как будто бы мужчина пытается принять решение, но делает это он неспешно. Бывает такое, что человек не привык к серьезным отношениям. Бывает такое, что человек не готов к серьезным отношениям. Бывает такое, что мужчина искал одно, нашел другое. Ну, к примеру, он с вами знакомился и надеялся на дьявола, на страсть, на эмоции, на что-то легенькое, да, там поразвлечься, как говорится, получить удовольствие. А женщина оказалась не промах. Женщина четко ему дала понять, она себя отгородила от этого. И она ему дала понять, кто я, для чего я и что мне нужно. И тут мужчина встал перед выбором, влюбленная, да, говорит: на самом деле я-то ее терять не хочу, а с другой стороны соглашаться на ее условия я, может быть, пока и не готов. Ну вот поэтому, и так что у вас сейчас с отношениями? Вы его могли поставить на паузу, то есть докажи свои чувства. А женщина могла его вообще заблокировать, если честно. Почему? Потому что жить в иллюзиях она не готова. Ну, то есть захочет — найдет. Вы знаете, любая блокировка преодолеема. Как сказать это слово? Ну, можно преодолеть. То есть можно позвонить с номера другого своего друга, да, там, или знакомого. То есть телефон не только у вашего мужчины. Можно купить новую симку и так далее. Но здесь как будто женщина четко дала понять: мне не нужны твои обещания, мне нужны действия, мне нужна реализация. Так что иди подумай, иди подумай. Вот о чем этот вариант. Ладно, если с вами это проигралось, вы можете его или заблокировать, или просто отдалиться, или же как-то, вы знаете, даже четко поставить условия перед ним. Здесь женщина такая: сказала, сделала, не то что мужчина. Много говорит, мало делает. И проблема именно в этом. Ладно, давайте смотреть, кто ваш будущий муж. Кто ваш будущий муж? Первый вариант. Суженый, ряженый. Покажись, давай. Итак, ух ты, король жезлов, да, ой, королева жезлов. Вы знаете, мужчина сейчас в женской энергии. Где-то себя жалеет, где-то пытается себя оправдать. Ну, то есть мужчина, он берет ответственность за свои поступки. Здесь же мужчина где-то перекладывает. Да, он в состоянии жертвы сейчас, видите?
Со мной поступили несправедливо, со мной так нельзя, я этого не заслуживаю. Ну вот смотрите, наблюдает он, наблюдает за ситуацией, наблюдает за обстоятельствами. Мужчина пытается сейчас найти выход из тупиковой ситуации. Да, с одной стороны, это не говорит о том, что он у вас прям такой, знаете, пассивный, жертвочка. Нет, просто в данный момент он нашел себя в такой ситуации, что я не могу бороться, мне жалко самого себя. Может быть, на самом деле у этого человека, мы не будем сейчас загадывать, тот ли товарищ, которого вы отправили подумать, или другой, но ваш будущий муж сейчас находится в такой энергии, что ему просто, ну, может быть, не по силам преодолеть какое-то препятствие. Почему? Потому что он выхода не видит. Очень такая тупиковая ситуация, очень сильно страдает, нет сил. Вы знаете, когда человек в депрессии, например, у него на самом деле большой упадок энергии, и у него нет сил для того, чтобы бороться. Вот он находится сейчас в такой же ситуации. Он выжидает, он знает, что надо что-то делать, что надо вставать, что нужно преодолевать. Но он как будто бы набирается этих сил. Он пытается сначала восстановиться, а уже потом действовать. Хорошо. Давайте посмотрим. Но по справедливости мужчина такой достаточно не то что справедливый, да, а здесь говорит о том, что прежде чем что-то сделать, он должен быть уверен на 100%, что это правильно, что это принесет ему успех. Он как будто долго взвешивает. Он взвешивает все за и против. Пока не найдет золотую середину, он не будет совершать никаких поступков. И вот по шестерке жезлов. Я буду действовать, если я пойму, что это правильно. А он пока только собирает информацию, он пока только у нас наблюдает, видите, следит за кем-то или за чем-то. Но он считает, что отношение к нему несправедливое. Ладно, давайте смотреть. Знаете ли вы этого товарища? Знаете ли вы этого персонажа? Ой, ну 13-й старший аркан, карта смерти, конечно, знаете. Отправили на трансформацию, отправили подумать и принять решение, отправили, наконец, повзрослеть мужчину, стать более уверенным, более решительным. Но трансформация всегда говорит о том, что вы запустили в нем не просто трансформацию, но вы полностью его как будто бы меняете. Но это не так, что вот я пришла перевоспитать мужчину. Нет. Здесь, благодаря тому, что мужчина чувствует к вам определенные чувства, определенное влечение, он начинает меняться. То есть ваше появление начало менять его. И тем более ваш внутренний стержень. Он четко дал понять, как нужно себя вести с вами. То есть старый сценарий не работает. Ну хорошо, что у него сейчас еще в жизни? Вашего будущего мужа. Далеко любовь. Карта мира. Карта мира. Любовь далеко от него. Угу. Думает о дороге какой-то, о преодолении препятствий, о каком-то сообщении, о каком-то приятном событии. Он обдумывает некий процесс, как решить какую-то проблему. Видите, семерка жезлов. То есть он бы прямо сейчас рванул, прямо сейчас где-то как-то, знаете, что-то решил и преодолел, но пока не может, потому что есть обстоятельства. Еще, вы знаете, здесь вы можете быть на расстоянии, может быть, он уехал по работе куда-то. Хорошо, а что он испытывает к вам? Ой, я ее император, никуда она от меня не денется. Нет, нет. Девочки, ну здесь уже мужчина готов вам сделать предложение. Да, он уже готов с действиями прийти, предложить вам или совместное проживание, или же переезд к нему, если вы далеко друг от друга. Здесь мужчина готов обговорить определенные, да, новые условия в ваших отношениях. Но здесь то, что вы ему четко дали понять, кто я для тебя и какая я, да, мужчина на самом деле принял решение. Решение принято. То есть решение здесь принято. Здесь мужчина уже для себя решил, что он будет с вами делать. И, между прочим, предложение не за горами. Здесь в течение месяца вы получите предложение. 4 недели у меня идет. То есть 4 недели, когда мужчина решится на важный шаг, и он конкретно вам даст понять, что
я не просто тебе готов что-то обещать, нет, а я готов уже действовать. То есть здесь будет или поиск жилья, например, или же вы будете определяться уже, кто к кому переезжает, обговариваться очень серьезный вопрос по поводу, к примеру, работы, там, совместного проживания и так далее. То есть, видите, принцесса Пентакли– это шанс обрести стабильность. И 2 туза, новое здесь. Ну хорошо, 4 недели максимум здесь, максимум. У него сейчас есть какая-то проблема, то ли с работы, понимаете, 7 жезлов, мне надо что-то решить, а потом я уже могу действовать. Может быть, деньги заработать, может быть, не знаю, договориться на работе о том, чтобы ему там дали отпуск, он к вам мог съездить. Ну-ка, давайте посмотрим. 7 жезлов, с чем связана твоя проблема? 3 жезлов, договориться ему надо, обнулиться. Ему нужно от чего-то освободиться, что на самом деле его разрушает. 5 кубков– это страдание, он на самом деле это проблемы, это рамки, это ограничения, и он эмоционально это переживает. 9 мечей. Еще от чего тебе надо освободиться? Ух ты. От страха любви? Ну ты даешь, товарищ. Ага. Ну, во-первых, смотрите, честно могу сказать, здесь как будто бы мужчина еще пытается, во-первых, решиться на риск. То есть дурак– это прыгнуть в неизвестность, рискнуть, а он почему-то этого побаивается. Ему как будто больше времени надо по рыцарю Пентакли. То есть он как будто собирается с мыслями и хочет понять вообще, насколько сильны его чувства и куда они его подтолкнут. Но чувства его подтолкнут не просто к вам, они подтолкнут его к браку и к стабильности. То есть именно чувство, именно туз кубков даст возможность стать императором. Потому что мужчина любит вас на самом деле. Вот эти страдания, переживания из-за того, что вы его поставили на паузу, они не дадут ему спокойно спать. Ему очень тяжело сейчас. Ему очень тяжело. Хорошо, будете ли вы счастливы с этим человеком? Мужчину вы знаете, поэтому описывать мы его не будем. Будете ли вы счастливы? Ой, ну тут прям одни тузы. Кармическая пара у вас тут. Угу. Вы друг другу жизнь меняете, не только мужчина вам меняет. Вы друг другу, вы прям друг друга стоите. Кстати, вы можете зеркалить друг друга. Угу. Вы знаете, вы дадите мужчине понять, что концентрация только на нем самом– это ошибка. Здесь, видите, это не третье лицо, 7 мечей. 7 мечей здесь и карта Солнца. А карта Солнца, и оно разрушается. Мужчина, скорее всего, очень часто концентрировался только на своих желаниях, потребностях, привычках. Здесь может быть у нас такой, знаете, одиночка. Мужчина-одиночка, который привык жить для себя. И вот вы ему четко дадите понять, что это на самом деле ошибка. Да. Он как будто бы отправляется к новым берегам. Он боится вас потерять. Здесь мужчина боится вас потерять. Я не буду затрагивать треугольник. У кого здесь треугольник, честно скажу, вот прям 2 слова. Мужчина делает выбор в вашу сторону. Ну, то есть он освобождается от третьего лица, может, это влияние мамы. Опять на дьявола зашли, да? Вы не сможете друг без друга. Кто бы ни препятствовал, вы знаете, кто бы не влиял на ваши отношения, вы друг без друга не можете. Нет. Честно скажу, отношения непростые. Почему дьявол? Угу. Что у нас здесь? 8. Мужчина еще будет, конечно же, сомневаться, правильно ли я делаю. Угу. Но все-таки он решится. Вы знаете, он дозреет до иерофанта. Здесь человек проходит непростой путь. И, к сожалению, трансформация у него началась только сейчас. Смотрите, честно могу рассказать вам отношения, ваши отношения. Мужчина к вам вернется, мужчина сделает вам предложение. Вы можете жить под одной крышей, вы можете начать совместно проживать, но дело в том, что у мужчины еще будут сомнения. Как только будут возникать какие-то проблемы, он будет
как-то отстраняться по пятерке пентаклей и думать, что он совершил ошибку. Вы можете даже его посылать обратно, да, то есть все, как бы расходиться. То есть я вижу, что здесь еще будет какой-то период, когда вы разойдетесь, когда вы опять поставите ситуацию на паузу. И вот именно после этой паузы человек решается на серьезный шаг. Или, может, вы уйдете от него, потому что, видите, уход есть еще в отшельника. То ли он в отшельника уходит, то ли вы в отшельника уходите. Почему? Потому что есть сомнения, недоверие. А правильно ли я сделал, готов ли я к этому? И вот именно этот уход, он и даст вам возможность еще раз оценить все ваши чувства и все ваши какие-то решения. И принять правильное решение. И решение будет это все-таки быть вместе и пожениться. То есть после очередного ухода здесь я вижу прям официальное оформление брака. Десятка пентаклей. Видите, он еще вернется по дьяволу. Дьявол здесь у нас говорит не о страсти и эмоциях. Дьявол говорит у нас конкретно о том, что он еще поддастся каким-то страхам, какому-то негативу. Как-то он отстранится, вернется в прошлое. А прошлое у него, знаете, когда я жил в одиночестве или я был свободным. Но после того, как вы его все-таки не будете искать, а я вижу, что где женщина здесь его отпустит подумать. Она за ним не будет бегать. Здесь женщина занимается своими делами, он своими, и он поймет, что на самом деле эта женщина для меня важна. Непростые отношения, кармические, сразу могу сказать. Вам совет, нужен ли он вам. Ну, нужен, не нужен, вы по судьбе. Даже если вы будете закрываться, даже если вы, конечно же, будете отстраняться, но по пятерке мечей говорится о том, что все равно судьба вас ведет, как бы вы не убегали, как бы вы... Да, да, видите, здесь вам обоим нужно преодолеть какой-то страх, успокоиться и быть уверенным в себе. Здесь женщина должна быть уверена в себе на 100%. То есть, если испугался, иди подумай. Не держать, не бежать за ним. Нужен ли он вам еще? Ну-ка. Ну, честно могу сказать, женщина здесь выбирает женщина. То есть, смотрите, единички, если вы, я закрою немножко, да, если вы поставите точку на этих отношениях и все-таки не примете этого товарища, у вас все равно будет другой мужчина. Вы познакомитесь совершенно с другим человеком, который будет отличаться от этого человека, и, как говорится, да, вы сможете по-любому выйти замуж. То есть вот по первому варианту женщине суждено выйти замуж. За одного или за другого здесь уже выбор стоит за вами. Но дело в том, что выбирать будете вы. Так что удачи вам! Всего вам самого хорошего. Здесь женщине быть императрицей и быть с мужем. Выбрать мужа сможете только вы. Но выбор будет. Так что не будем забегать вперед, а, как говорится, да, уже вы будете знать, что не стоит бояться, потому что без мужчины вы не останетесь. Ну что, спасибо вам, единички. Так, двоечки, здравствуйте. Мой будущий муж, конечно же, рождественские гадания, и мы начинаем именно с ужиного ряженого. Поздравляю всех с Рождеством, для кого это актуально, а мы приступаем к вашей характеристике. Ой, королева жезлов здесь у меня. Сами строите свою судьбу, вы властелин своей судьбы. Смотрите, четко понимаете, какой мужчина вам нужен. Вы не хотите легких отношений, вы не хотите какие-то поверхностные, интимные отношения. Вам нужен муж. Все, для судьбы. То есть вот по судьбе 20-й старший аркан для создания семьи, который поменяет мою жизнь и возьмет за меня ответственность. Женщина здесь четко понимает, что она ищет, кого она хочет и для чего ей нужен мужчина. Разменивать себя по мелочам вы не будете. Почему? Потому что был уже негативный опыт. К сожалению или к счастью, вы уже научились различать мужчин. Да.
И вы не боитесь одиночества. Вот двоечки, смотрите, ваша характеристика. Отшельник, восьмерка мечей. То есть вы не боитесь остаться одна. Если нет хороших шансов, если нет достойного мужчины, вы не будете просто бежать за ним, лишь бы кто-то был. Нет, вам это совершенно не нужно. Вы только впустите в свою жизнь мужчину, который будет вкладываться, который будет дарить вам праздник, который будет вас на самом деле ценить и уважать. Вот ваша характеристика. Вы ищете мужа. Вы ищете мужа. На данный момент я не вижу, что есть подходящий. Может быть, кто-то за вами и ухаживает. Может быть, с кем-то вы и общаетесь. Но вы пока не видите, что этот мужчина доказал своими поступками, что он готов на брак. Доверия нет. Здесь у женщины на данный момент нет доверия к мужчинам. Ну что, смотрим. Ваш будущий муж. Ваш будущий муж. Кто ты? Ой, трудяга, да, работает, прям восьмерка пентаклей. Немного медлительный, но человек дела. Человек дела. Человек знает, что он хочет. Кстати, по восьмерке пентаклей. Уже определился с целью, уже понял, для чего ему вообще нужны отношения. Этот человек, он уверен, что если я должен применить какие-то действия, то для определенной цели. Просто там бегать, кого-то искать, как-то, вы знаете, в кого-то вкладываться он не готов. Терять свое драгоценное время, на что попало, он не будет. Не везло ему в отношениях, было разочарование. Сразу скажу, человек испытал расставание. Угу. Но сейчас он полностью восстановился, честно скажу. Было расставание, были какие-то неприятные моменты, может быть, какое-то время он находился в одиночестве, потому что исцелялся, но он полностью ударился в работу, в карьеру, в профессиональную деятельность. То есть это когда человек вместо того, чтобы ну, как-то, может быть, что-то обдумать, он просто переключил свое внимание на другую сферу. И все, он забыл про отношения. Но пришло время, когда мужчина понял, что личная жизнь тоже требует внимания. Мне нужна женщина, я хочу женщину, и для меня важно, чтобы рядом со мной был какой-то близкий, родной человек, с которым я могу построить отношения. То есть он дает себе шанс заново влюбиться, заново раскрыться, но он ищет семью. То есть ему не нужна женщина для развлечения, там просто для интима, да? Ему нужна семья сейчас. Так, смотрим. Знаете ли вы его? Здесь вы могли пересечься по работе, но не факт. То есть, может, по работе, может быть, вы оказывали друг другу услуги, может быть, как-то пересекались. Даже для какой-то информации. Может, это ваш сосед. То есть я не вижу здесь отношений. Между вами отношений не было. То есть это может быть сосед, с которым вы здороваетесь там каждый раз. Может быть, это человек, с которым вы пересекаетесь там в супермаркете, на работе, в коллективе. То есть тройка пентаклей– это деловая сфера. Но сейчас мы еще спросим общий расклад. Еще раз повторяю, общие расклады у нас не проигрываются на 100%. Нет, он за вами где-то наблюдает. Может быть, он у вас подписан в соцсетях, бывает такое, да. По интернету, может быть, у вас здесь какая-то ситуация. Добавили кого-то в друзья, но при этом даже не общались. А человек наблюдает за вашей жизнью, смотрит, как вы живете, что же там у вас происходит. Почему? Потому что такое бывает часто. Ну-ка, минутку. Или при дороге. Может быть, вы, когда на работу идете, сталкиваетесь, по одной и той же улице ходите. Вы можете даже не подозревать, о ком идет речь. То есть бывает такое. Очень часто такое бывает. У меня, например, там в Фейсбуке есть люди, про которых я вообще не помню. И понятия не имею, кто там, ну, к примеру. Ладно, давайте смотреть дальше. Какой он? Как вы его узнаете?
Может быть, именно так вы и поймете, кто это. Ой, ну тут у нас по дураку, мужчина легкий на подъем. Вам покажется, что он слишком легкомысленный. Вы будете смотреть одни старшие арканы, да, и туз мечей. Смотрите, как вы его узнаете. Когда он проявится, вам покажется, что это человек достаточно яркий, харизматичный, и что на самом деле он не собирается строить никаких серьезных отношений. То есть это когда, ну, слишком такой притягательный, слишком красивый, может быть, слишком обеспеченный. И вы будете думать, что он просто пришел поиграть, просто как-то, вы знаете, найти развлечение. Вы его поставите на место. Туз мечей. Вы ему четко дадите понять, что здесь тебе ничего не светит, не с кем тебе здесь играть, здесь тебе уж явно, как говорится, нечего делать. Здесь башня. Вы его в самом начале пошлете куда-то подальше. Он проявится, но вы его не примете. А вообще человек достаточно, вы знаете, почему он так себя ведет? Он стеснительный, он немного скрытый, и он пытается вот эту вот свою стеснительность прикрыть чрезмерной легкостью, по-дураку. То есть бывает такое, да, смеется, чтобы не плакать. То есть я там шутник, я там такой весь легкий на подъем, на самом деле он совершенно другой. То есть когда вы его узнаете получше, вы поймете, что это мужчина достаточно серьезный, мужчина, который, прежде чем что-то сделать, он очень долго взвешивает, мужчина, который не принимает решения и не тратит свое время на что попало, поэтому все, что он будет делать вот в начале, он сделает все с точностью наоборот. Ну хорошо, когда он появится-то? Ой, по жезлов около от недели до месяца. Да, здесь у нас вообще очень быстро. Максимум месяц он проявится. Для кого-то это недельный срок, для кого-то это месячный, но не больше. У кого-то в течение месяца. То есть мужчина у вас тут на пороге, уже буквально на пороге. И я вам говорю, он за вами откуда-то наблюдает, где-то он за вами следит. Может, в соцсетях, может быть, просто из соседнего двора. Может быть, в коллективе где-то, но где-то он за вами наблюдает. Хорошо, ладно. Расскажите еще о нем. Что у тебя с работой? Вот какая у тебя работа? Может, вы поймете по сфере. Решать финансовые вопросы, проблемы с финансами, тупиковые ситуации. Мгм. Он может, например, выдавать кредиты в банке. Кстати, он может работать в банке. То есть, видите, у человека проблемы с финансами, пытаются решить. Он может быть бухгалтером, он может быть экономистом, он может быть налоговая инспекция, кстати, тоже. Здесь что-то связанное, понимаете, или со скрытыми доходами, тот, кто обманывает, кстати, и вот они проявляют две семерки. Мгм. Но здесь человек как будто бы, кстати, нотариус-адвокат сюда тоже. Здесь решение вопросов, когда человек оказался в неприятной для себя ситуации. Еще по пятерке пентаклей проблемы со здоровьем может быть, и человек подвис. Ну, то есть, да, на самом деле он может оказывать какие-то медицинские услуги. Тем более здесь мечи у нас, и человек как будто начинает чувствовать себя более комфортно. То есть попал в ловушку, попал в неприятную ситуацию, этот человек пытается решить эти проблемы. Вот такой, ну, должность у него важная. То есть это не просто какой-то разнорабочий, нет, он достаточно важный. Кстати, для кого-то он работает или на себя, или занимает ответственную должность, руководящую должность. Твоя внешность. Паш Пентакли. Выглядит моложе своих лет,
Симпатичный. Вот я говорю, он очень красивый, симпатичный мужчина, высокий. А мужчина, который по льву, кстати, да, очень харизматичный. Такой вот, знаете, живчик, подтянутый по рыцарю мечей. Он достаточно такой подтянутый, не толстый, но и не накачанный. То есть здесь я не вижу, здесь две карты мечей. Мечевые карты говорят о том, что все-таки мужчина у нас, да, он у нас в теле, но не накачанный. Здесь не может он ходить в спортзал и так далее. Но он и так достаточно хорош собой, и он выглядит намного моложе. Широкоплечий может быть, но у него лицо такое мужественное, но зато глаза добрые. Голубые глаза могут быть, голубые глаза, но это не обязательно. Здесь у мужчины темные волосы, то есть каштановые, черные, но он не блондин, не блондин. И мечевая мазь говорит о том, что у него, вот знаете, такие мужские черты черты лица. Немножко где-то такие холодноватые, эмоции выражает через раз. То есть вы можете на самом деле не прочитать у него на лице, что он на самом деле чувствует. Хорошо. Как будут развиваться ваши отношения после знакомства? Ну, после появления. 4 пентаклей, 6 пентаклей. Вы будете от него закрываться, пока он не будет вкладываться. Вы не будете его подпускать сразу к себе. Почему? Потому что вам будет казаться, что мужчина пришел по-легкому. И по королеве пентаклей вы будете отстаивать свое право. То есть здесь не так легко будут строиться отношения. Почему? Потому что притирка будет достаточно тяжеловатая. То есть вы будете считать, что мужчина пришел только для развлечения. Уж явно он не ищет себе ни жену, ни продолжение рода и так далее. Вы будете стоять на своем и будете ждать, пока мужчина докажет поступками, что он на самом деле достоин быть рядом с вами. А вообще, будете ли вы счастливы с ним? 9 кубков сразу. Здесь любовь, девочки. Здесь на самом деле любовь, здесь на самом деле счастливые, очень счастливые отношения. Вы, между прочим, вы поймете, что такое император, и этот человек избавит вас от того разочарования в личной жизни, которое вы испытали в прошлом. Здесь человек вас любить будет, заботиться о вас. У вас как будто бы все будет на одной волне. Знаете, как будто вот наконец нашла вторую половинку. Вот вы здесь на самом деле созданы друг для друга. Он сделает все возможное, чтобы вас не потерять. Ну что, удачи вам. Двоечки, прекрасный расклад. Хороший мужчина, чистый мужчина идет. Так что слишком-то там его не проверяйте. Учитесь доверять. Но чуть-чуть, конечно же, нужно. Да, нужно, чтобы мужчина поднапрягся, чтобы сразу не расслаблялся. Это правильно, но не переборщите. Удачи вам, всего самого хорошего. Еще раз с Рождеством. А мы переходим к третьему варианту. Троечки, здравствуйте, мой будущий муж. Давайте посмотрим, что за мужчина идет к вам. Суженый, ряженый, как говорится. Работает с нами колода «Темный дом Таро». И для начала мы посмотрим вашу характеристику. Поздравляю всех с наступившим Рождеством. Счастья, добра и мира в вашей душе. Ой, меня тут смотрит королева Пентакли. Угу. Смотрите. Женщина земного знака зодиака, а может быть, то есть телец, дева, козерог, солнце или асцендент, но не факт. Вы сейчас как будто бы пытаетесь отстоять свою точку зрения, то есть четко дать понять мужчине, для чего вам нужны отношения. Здесь может быть возвращенец, то есть мужчина из прошлого, который вернулся, пытается вас соблазнить по дьяволу, но, ну-ка, давайте посмотрим. 4. Вы от него закрываетесь, да.
Да, здесь некий король мечей у вас тут появился, пытается вас соблазнить, обещает вам радужную перспективу, но вы ему не доверяете. Не доверяете, почему? Потому что мужчина не действует, жезлов нет вообще. Для чего ты пришел, король мечей? Ну-ка. Кармическая ситуация по-легкому получить, да, но в принципе нет, вы для него женщина важная, но почему-то мужчина, почему ты не действуешь? А ему нужно еще, как говорится, трансформацию пройти. Смотрите, он боится чувств, он боится эмоций, он боится быстрого развития отношений. То есть ему нужно все постепенно, как-то, вы знаете, все проверять. И еще он очень сильно переживает, что вдруг женщина его использует или женщина ждет от него только вот признания, только статуса. Может быть, если он тут у нас обеспеченный, преследует какие-то корыстные мотивы. То есть по шестерке пентаклей, как будто женщине что-то от него нужно. Он не верит в искреннюю любовь, он не верит в то, что женщина может вот быть такой искренней и открытой. Поэтому он начинает ее проверять. А вам это поднадоело. Вам это поднадоело, потому что мужчина здесь не действует, он все за вами приглядывает, присматривает, но при этом никаких поступков не делает. И, скорее всего, вы его отправили, потому что здесь восьмерка кубков, вы ушли отсюда. Вы ушли и сказали, слушай, доказывай свою любовь поступками. Я на тебя тратить время не собираюсь. Между вами опять пауза. То есть он вернулся из прошлого, скорее всего, и вы его туда же, в это прошлое, отправили. То есть шестерка кубков. Да? Еще. Здесь может быть, что вы расстались со своим бывшим, но я вижу четко, что вы с ним расстались, а между вами нет отношений, и вы боитесь нарваться на такого же персонажа. Тем более в последнее время, скорее всего, у вас были какие-то знакомства похожие на предыдущие ваши отношения. То есть вы прям конкретно сталкивались с тем, что отношения как под копирку. И вы хотите понять, в чем здесь проблема. Почему? Потому что если отношения повторяются, и они все время напоминают вам старый сценарий, значит, вы что-то не проработали. И Вселенная вам посылает те же отношения, ну, может быть, с другим человеком, чтобы вы что-то изменили. В чем здесь проблема? Ну, проблема в том, что вам нужно набраться терпения. То есть не соглашаться, не подпускать, а вот просто конкретно и не бояться сказать по карте сила о своих желаниях и своих потребностях. И я вижу, что у вас и у мужчины, кстати, трансформация уже прошла. То есть, видите, мужчина у вас в трансформацию, вы его, как говорится, отправили, но вы благодаря тому, что вы отправили его в трансформацию, ваша трансформация завершилась. То есть вы не стали терять свое время на человека, который не определился, на человека, который не знает, что ему нужно, на человека, который, в принципе, загоняет вас в пустое ожидание, сам в чем-то сомневается. То есть если ты сомневаешься, иди сначала, реши свои проблемы, поборись со своим страхом, избавься от своего негатива, и потом приходи ко мне. То есть вот в чем здесь была ваша трансформация. Вы ее прошли, потому что вы четко отправили человека решать свои проблемы. То есть вы не взвалили эти проблемы на себя. Если раньше вы входили в положение мужчины, как-то пытались ему помочь, где-то подсказать, где-то быть немного психологом и объяснить ему ситуацию, то сейчас нет, вы сейчас очень мало говорите. Почему? Потому что вы занимаете статус императрицы. Помните, была императрица? Императрица – это очень пассивная карта. Она никого не будет спасать, она никого не будет лечить, она никого не будет на самом деле, да, выводить на новый уровень. То есть человек должен со своими проблемами справляться самостоятельно, тем более мужчина. Поэтому здесь вы четко дали мужчине понять, что иди, решай свои проблемы. Придешь ко мне, когда ты будешь полностью здоров. Так, смотрим, кто будет вашим будущим мужем. Здесь человек придет к вам после преодоления каких-то страхов, после того, как он бежал от чувств, от эмоций. Ну, может быть, скорее всего, это тот человек, которого вы отправили подумать.
То есть, видите, страхи, негатив, зависимость, выход из этих зависимостей, открытие чувствам и эмоциям, осознание, что поступил неправильно, знаете ли вы его, но здесь прям конкретно идет вот к вам, да, вот мужчина приходит к вам и говорит: все, я хочу быть с тобой, ты моя будущая жена, я хочу с тобой официальные отношения, я к этому готов, я созрел, я уже ничего не боюсь, и, как говорится, я уже готов принять решение, взять на себя ответственность. То есть здесь конкретно готовый муж идет. Ну, сейчас посмотрим, знаете вы его или нет. Почему? Потому что здесь может быть новое знакомство. Все-таки туз кубков у нас выпал, да. А это говорит о том, что, возможно, человек длительное время не мог решиться на серьезные отношения. Ну, был не готов. Были какие-то обстоятельства, которые не давали ему возможности. Но здесь я вижу много страхов, если честно. Знаете ли вы его? Знаете ли вы его, ваш будущий муж? По справедливости. Знаете ли вы его? Да, знаете вы его. Не могу сказать, девочки, что вы его не знаете. Почему? Потому что, ну, тут 3 карты, меня просто тарологи закидают картами Таро, колодами прям. Смотрите, что здесь происходит. По справедливости, это именно тот товарищ, которого вы куда-то отправили или заблокировали, или просто-напросто взяли и выгнали его из своей жизни. Почему? Потому что он слишком нерешительный. То есть он должен вырасти духовно. И он это сделает. Сделает, но по десятке мечей, переживая, страдая, очень сильно. Знаете, тут человеку нужно пережить самую темную ночь перед рассветом. А для него самая темная ночь перед рассветом – это понять, что он вас потерял. Туз кубков, он влюблен в вас по-настоящему, но он бежит от этой любви. Он пытается взять ее под контроль, он боится дать волю чувствам, он к этому не привык, для него это новое чувство. Независимо от того, был он в браке, был ли он в других отношениях, он принимал, возможно, страсть, какое-то развлечение за любовь, но чувства, которые он испытывает к вам, они новые. Бывает такое, что человек влюбляется в своей жизни один раз и навсегда. Все остальное – это или влюбленность, или привязка, или даже какая-то тяга сексуального характера. Но любовь, она бывает у нас раз или два, вот максимум 2 раза в жизни. Очень часто это проигрывается в молодом возрасте и более зрелом возрасте. Я не думаю, что этот человек в молодом возрасте испытывал какие-то чувства. Здесь я вижу, что человек свободолюбивый, любитель погулять, любитель пожить для себя по 8 кубков, любит свою зону комфорта. И, конечно же, он совершенно не думал о любви, о духовности по иерофанту. Здесь он, как бы, знаете, жизнь – праздник, жизнь – игра. А вот сейчас он более в зрелом возрасте, так что, девочки, здесь расклад подойдет для тех, кто уже находится, ну, например, после 35. Да? То есть для там 25-26 не подойдет уж точно. Здесь мужчина с возрастом первый раз осознал, когда он начал духовно расти, что такое любовь. И он ее испугался. Хорошо. Что сейчас между вами? Ну вот, вы его отправили. Угу. Вы женщина любимая. Он император, он доказывал, да. Он вместо того, чтобы быть императором, он хотел развивать отношения. Видите, королева, король кубков, как любовники, и он на этом настаивал. Но дело в том, что здесь он вошел в некую трансформацию, и он понял, что не получится. Но пока он там отстаивал свое право, он влюбился. Здесь мужчина влюбился. Император, императрица, вы парой. Король, королева кубков, вы парой. Просто между вами есть недопонимание, как развивать отношения. Между вами может быть расстояние, между вами трансформация, в которую вы его отправили. И здесь четко вы дали понять мужчине, что вам нужны действия. То, что он пообещал, он должен выполнить. Хорошо. Когда он появится? Ну, вы прям пара. Да, он уже в пути, в дороге. Слушайте, девчат, вы тут, как говорится, будьте поосторожнее, здесь мужчина может уже к вам ворваться буквально
сегодня-завтра. Тут явно летит какое-то сообщение, или мужчина прям к вам конкретно едет. Еще когда он появится? Мгм. Король Пентакли. Смотрите, честно могу сказать, сроки здесь, или мужчина у вас тут появляется вот буквально в ближайшие дни, или мужчина все-таки у нас решается пройти трансформацию, завершить что-то в своей жизни, что-то осознать, я вам сказала, ему нужно пережить, ему нужно понять, что он вас потерял. И он появляется в 6-7 месяце этого года, но уже как король Пентакли. С чем он идет? Двойка жезлов. Угу. Он уходит из хитрости. Он уходит на самом деле из самообмана. Королева, вы пара здесь, вы созданы друг для друга. Просто у вас непростой путь построения. То есть мужчину, которого вы выбрали, или мужчина, который должен быть вам по судьбе, он непростой сам по себе. Вот смотрите, с чем он идет, да? Когда он к вам придет, вот они две, он сделает выбор, и он будет готов действовать. Стать королем Пентакли, король-королева. Сейчас он настроен на королеву кубков, король кубков, то есть любовники. Я хочу, чтобы у меня была женщина, но чтобы у нас были пока отношения без обязательств. Он не признает, что вы пара по судьбе, вы уже на небесах муж и жена, понимаете? Он этого не признает, потому что ему нужно пройти трансформацию. Мужчина здесь начинает осознавать, да, что же для него важно, что для него второстепенно. Он находится в неком бездействии, и он понимает, что вот это бездействие на самом деле это то, что его разрушает. Он берет, как говорится, возможности и предлагает вам серьезные отношения. Король, королева Пентакли созревает, планы на будущее, осознание четкое, кто ты для меня, для чего ты мне. Хорошо, а будете ли вы счастливы с этим человеком? Когда мужчина научится любить и открываться в чувствах, и когда он даст себе волю на самом деле сделать важное предложение и защитить ваши отношения, вы на самом деле будете счастливы. Но честно говорю, здесь нужно будет еще пройти через испытания. Почему? Потому что мужчина у нас все еще все пытается противостоять судьбе. Как будто бы вот судьба вас воссоединила, а он все не принимает эту позицию. Вы идете прям конкретно для брака. Иерофант, справедливость, император, императрица. Но он хочет, да, он через короля, королеву кубков, то есть через любовные отношения, через легкие отношения, через отношения без обязательств. Для чего он еще пришел в вашу жизнь? Какой урок? Тут король мечей какой-то у нас, который не верит в чувства, сомневается постоянно. Да, он боится, что... Ой, вы знаете, здесь честно говорю, он и вас избавит от одиночества, и себя избавит от одиночества. Вы должны друг другу для того, чтобы поверить в чувства, в эмоции, в любовь, настоящую искреннюю. Вы для любви должны. Прям для настоящей любви. Но дело в том, что мужчина здесь очень сильно сопротивляется, он в нее не верит. Он не верит, что есть любовь, что есть чувства. Как будут развиваться ваши отношения после того, как он появится? Мгм. Девочки, дайте ему все необходимое время, не ищите его. Смотрите, если вы не будете его искать, если вы не будете пытаться его вернуть в отношения, то когда он придет, да, здесь нужно набраться терпения. То есть он придет в 6-7 месяце, да. То есть он придет зато уже с конкретным предложением и с осознанием, на что я готов. То есть он в себе разберется. Он разберется и поймет, какие чувства он испытывает, на что он готов ради вас, на что он готов вообще в жизни,
какие отношения ему нужны, готов ли он к семье, если вы не будете его искать. Если же вы его будете искать и возвращать, то я вам говорю, он сразу может прискакать. Вот он в колеснице, он уже буквально, вот вы ему позвоните, моментально прилетит, но опять же, ничего конкретного по поводу вашего будущего он вам не скажет. Это может просто-напросто вас загнать в ситуацию, что мужчина опять от вас что-то скрывает, мужчина что-то не договаривает, и вы опять разбежитесь, то есть ваши отношения встанут на паузу. Для того, чтобы мужчина созрел для брака, ему нужно время. И он должен принять решение самостоятельно. Поэтому отпустите его, не держите. Мужчина может принять решение только когда он свободен. Когда на него не давят, когда его не тянут, когда его не заставляют. То есть это должно быть его личное решение. Но решение он примет, когда он поймет, насколько сильно он вас любит. Если будете возвращать, ну, здесь будет отдаляться перспектива, то есть он не сразу поймет, насколько он сильно влюблен, какие чувства, как они его заставляют страдать. То есть здесь мужчина поймет силу чувств только когда он вас потеряет. Что еще расскажут об этих отношениях? Ну, вы для брака идете. Вы идете для брака. Между вами очень хорошая совместимость. Вы можете на самом деле начать новый путь в своей жизни оба. Но здесь надо подождать. Семерка пентаклей. Все-таки это 6-7 месяц. Вот если вы его возвращать не будете, он примет решение в 6-7 месяце. Здесь нужно набраться терпения и подождать 7 месяцев, когда мужчина решится. Поэтому, если вы хотите, чтобы он пришел уже с конкретным серьезным предложением, не дергайте его, оставьте, займитесь своими делами. Не знаю, работой, карьерой, профессиональной деятельностью, там хобби найдите. Переключитесь на что-то другое, общайтесь с другими мужчинами, дружите. То есть можете на самом деле использовать это время, пока вы свободны. Считайте себя свободной, используйте это время для себя. Мужчина сам придет. Но если будете возвращать, то здесь ему нужно будет все равно потратить время на трансформацию, на осознание. И вот эта вот пауза длительная, она должна быть в ваших отношениях. Просто вы ее будете немножко переставлять на потом. Хорошо, а нужен ли вам этот мужчина? Звезда, сила. Вы созданы друг для друга, это ваша судьба, а здесь другого мужчины не будет. То есть если в первом варианте там женщина четко дали понять, да, не захочешь этого, у тебя будет другой, здесь нет. Это ваша судьба. Просто здесь нужна сила воли, здесь нужен внутренний стержень, и здесь женщина должна чувствовать себя звездой. То есть я не буду ни за кем бегать, я не буду ни перед кем преклоняться, добиваться, как говорится, исполни мои мечты. Я готова ждать или я готова тебя отпустить. То есть вот здесь женщина должна продемонстрировать, что она не боится потерять мужчину. Здесь мужчина должен научиться бояться потерять женщину. Но вы друг для друга шанс. Шанс на счастливое будущее. Когда вы откроетесь друг другу в чувствах и в эмоциях, вы поймете, что это будет самый счастливый брак. Туз кубков, туз пентаклей. Удачи вам, всего вам самого хорошего. До новых встреч, ваша Елена. Пока-пока.